Всем привет, со мной Simple, мы находимся на Эпицентре и немного поговорим по поводу Эпицентра, по поводу групп, плей-офф, Нави и так далее. Саш, начали вы группы довольно-таки спорно, счет со всеми соперниками 1-1. С чем ты можешь это связать? Ведь пару недель назад вы выиграли ESL One Нью-Йорк, и казалось бы, что вы набрали все-таки пик своей формы. Но в группах что-то пошло не так, и мне хотелось бы узнать твое мнение на этот счет. Мираж мы проиграли Dignitas, мы лучше играем их, эту карту, но там мы отдали много клатчев. Cobblestone мы проигрываем 7, поэтому проиграли G2, вычеркнув Dust 2. Не хотели с ними играть Dust 2, потому что это их самая сильная карта. И проиграли Непам Нюк. У них больше опыта на этой карте. А так все другие карты выиграли. И так повезло, как повезло. Так получилось, что мы заняли первое место. Чувствуешь ли ты уверенность в послезавтрашнем дне? Завтра сыграют Fnatic и Dignitas, то есть кто-то из этой пары будет вашим соперником. Принципиально ли тебе играть против одной или другой команды? Чувствуешь ли ты принципиальное отличие? С кем больше хотелось бы играть или с кем неудобнее играть? Неудобнее играть с Натиками, потому что они бегают просто. Я уже сколько с ними играл на мажорах, мы их выигрывали. Теперь надо с Нави попытаться их выиграть на лане, если они пройдут. Но я думаю, Dignitas покажут игру посильнее. Тем более там какие-то слухи ходят, что Кримс присоединяется во Fnatic. И они не будут так играть, как всегда. Я думаю, что лучше сыграть с Dignitas, но неудобным для нас будет Fnatic соперником. А вместо кого Кримс? Вместо не знаю кого. Просто... Или знаешь, что не говоришь? Не знаю. Просто слухи ходили. То есть, по идее, они не на самом пике своей формы, я поняла. Формат Эпицентра, многие... я вообще первый раз такой формат встречаю, может, кто-то играл, этот Best of 2. Как тебе он? Я с Ваней Сухаревым общалась, он говорит, что вроде как и интересно играть, но довольно-таки странно. Как тебе этот формат? Да, сложно играть, если все играют 1-1 и решают количество раундов. А на каких-то картах, на том же Нюке, если начинаешь за защиту, то можно набрать больше раундов и выиграть игру с минимальным счетом 16-2, 16-3. Должны больше делать дней для команд, чтобы определить победителя. То есть можно даже сделать не Best of 2, а можно сделать Best of 3 между каждой командой. И это было намного лучше. А как для тебя, лично для тебя лучше играть? На этом турнире вы играли по одной встрече каждый день, то есть всего 2 игры. Как для тебя лучше, чтобы несколько игр подряд или такой формат, знаешь, 1 игра в день, это хорошо? Для меня всегда лучше было, чтобы сразу турнир заканчивался очень быстро, сразу групповая стадия вся, потом четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Это очень сильно напрягает, когда ты играешь 1 игру в день, 2 игры в день и ждешь следующего дня. Но в Эпицентре, этот турнир хорош тем, что компьютеры есть в комнатах, и можно всегда тренироваться, проводить время с командой, разбирать что-то. Постримить тоже можно. Постримить, говорят, да. Неплохо заходит. Ладно, ты уже 2 месяца, ты находишься в организации Нави. И у меня такой вопрос. До этого ты был в команде Liquid. Это тоже довольно-таки серьезная организация со своим микроклиматом, экосистемой. Мне интересно, насколько сильно изменилась твоя жизнь после того, как ты пришел в Нави. То есть наверняка есть какие-то принципиальные отличия между этими 2 организациями. Какое-то принципиальное отличие во взаимодействии с менеджментом, с игроками, с тренером. И знаешь, для игроков это все понятно, как это внутри происходит, у вас эти все коммуникации. Но для зрителя, кроме того, что ты просто перешел в Нави, начал играть под таким большим тегом, мало что знают люди. Мне хочется, чтобы ты немножко раскрыл, что это значит быть в Нави. Что это такое? Как они о тебе, может, заботятся, опекают? И как происходит вообще это взаимодействие в организации? В Ликвидах я жил в Америке, с Нави в Украине. Это уже хорошо, плюс. Да, с Ликвидами сложнее найти общий язык, так как они американцы, знают идеально английский язык.
А я украинец. Ну, Я ты- его вроде так и не учил. Ну так ты довольно неплохо разговариваешь. Да, но Всё все же. равно легче найти способ разговаривать с Нави, чем с американской организацией. Найти общий язык легче, ну, с Понятно, Нави, когда да. родной язык. И все, и тренировки дома, и все хорошо. Всегда вижу с семьей, с девушкой. Всегда, если что, можно сделать буткемп, недалеко ехать. И москвичам, и нам, и Владиславу. А вот в Ликвидах проблема вообще была сделать буткемп. Никто не хотел ехать в Лос-Анджелес для буткемпа. Почему? Далеко? Или- Да, Америка большая, Яна. Ну, я вообще слышала об этом. Хика с Детройта, ему надо лететь 6 часов в Лос-Анджелес. Тем более он не мог, когда я был еще в команде. Но сейчас в Ликвидах все наоборот. Они уже собираются в том доме. Короче, в Нави классно. Ну вот, а менеджмент, вот все, знаешь, какой-то, есть какая-то поддержка там, может быть, в вопросах, не касающихся команды, может быть, тебе там нужно, не знаю, там какая-то справка, ну или еще что-то. Вот чувствуешь ты какую-то вот такую, может быть, опеку, что ли? Я не могу по-другому это назвать. От Жени чувствую, От Юджина. Ерофеева, да, Юджин. Он хорошо заботится о всех игроках, классно общается с людьми. Если какая-то проблема, он всегда может помочь. Его всегда интересно слушать, у него своя точка зрения. Всегда я прислушиваюсь к нему. Он очень классный человек. Вот я знаю, что если какой-то назревает там, ну, может быть, не конфликт, назовем так, вот просто напряжение, да, какое-то эмоционально в команде, он все время его как-то сглаживает, сбивает, какие-то говорит речи, вот, и он каждый, наверное, перед каждой игрой, правильно проводит какие-то вот такие беседы. Насколько сильно они вообще помогают команде? И вот в Team Liquid был ли такой человек, который занимался подобными вещами? Нет, в Ликвидах так не было. Ну, то есть, вот хорошо, тогда в Нави теперь есть такой человек, и вот насколько сильно ты чувствуешь, что это помогает команде? Вот, например, Женя делает нам разминку перед игрой. Такой массаж. Так как когда-то в школу ходил, и звонок перед уроком, и после этого звонка все готовы там учиться. Ну, пример. Женя также, он делает массаж и настраивает на игру, и после массажа ты понимаешь, что игра сейчас начнется, ты должен сфокусироваться, есть там монитор, есть команда, есть все игроки, коммуникация, и это очень сильно помогает. Он настраивает командный дух на высоком уровне. Да, это круто, когда есть такой человек в команде. А вот насчет тренера. Как у вас происходит взаимодействие между тренером и игроками? Насколько сильно или насколько часто твое видение игры отличается от того, что, например, говорит Старикс или говорит тебе вот делать команда? У каждого свое мнение всегда, каждый по-своему видит свою игру. Но мы все время прислушаемся или к Денису, как капитану, или к нашему тренеру Стариксу. Чаще всего к Стариксу, так как он больше играл в эту игру, и он был всегда тренером Нави уже на протяжении 1,5 года. И он очень опытный человек. И сейчас он у нас координирует, потому что на этом турнире разрешены тренера. И все. Хорошо. По поводу капитанства. Сейчас капитанит Сист, когда это нужно, когда там Старикс не может это делать. Но хотелось ли тебе попробовать себя вот в роли капитана Нави? Вообще импонирует ли тебе эта роль? Потому что ты как топовый там шутер, то это может отвлекать. Да, мне нравится помогать, а не координировать. То есть сказать какие-то пару раундов, которые будут действовать. А вообще не хотел бы так координировать всегда, так как я всегда концентрируюсь на свою стрельбу и слушаю, что говорит тренер. А так будет очень сложно следить за всеми остальными игроками. Во время турнира, вот сейчас идет, у вас 3 дня выходных. Чем вы занимаетесь? То есть сегодня вы тренировали там какие-то карты, а вот основную часть времени как проводите? Все время собираемся в час, в 2, когда у нас тренировки.
Ну, тренируем 2 часа, разбираем карты, потом играем праки, потом отдыхаем. После тренировки кто-то идет в сауну, там Женя, Ваня, в бассейн. Я со своей девушкой и с Андреем, с Энди нашим. Да. Идем гулять, куда-то покушать. Егор едет домой. Ему далеко просто добираться, и он не хочет много времени проводить в отеле. И так каждый день. Но я так понимаю, что у вас не на буткемпе, ну, не на турнирах, у вас тренировки довольно насыщенные, они начинаются утром, заканчиваются вечером, то на турнирах вы не особо нагружаете, вот, и не стараетесь не перегружать себя играми, правильно? Да, потому что все время перед каким-то официальным днем может что-то пойти не так, там тренировка, может кто-то не поругаться, а, ну, какой-то стресс может появиться, и этот стресс может повлиять на официальную игру, которая вот-вот будет. Мы уже будем в воскресенье играть. То есть, ну, вообще мы сейчас тренируемся, чтобы разобрать карты и ошибки. И, слава богу, мы не будем играть Cobblestone, потому что если мы играли эту карту, мы тратили кучу времени на ее разбор. Сейчас мы сфокусируемся на остальных 5 картах. То есть система будет в эпицентре и в плей-оффе вето, пик-пик и последняя оставшаяся карта. Ну, а хорошо, вот Cobblestone не играете, но когда его надо начинать играть? Вот впереди тоже Е-лига грядет, турнир огромнейший за большие призовые. Есть ли смысл вот тренировать сразу после эпицентра Cobblestone, или его вот лучше, как бы, знаешь, постоянно вычеркивать и тренировать больше, нарабатывать другие карты? Все равно надо 6 из 7 карт тренировать, потому что во всех турнирах, ну, в эпицентре только так, и на Сарладере по 2 карты вычеркивать сразу. А на всех турнирах надо готовить 6 карт, и, скорее всего, мы или продолжим тренировать Cobblestone, или займемся кэшем. И еще, я думаю, Valve добавили Inferno, то есть к мажору они уберут какую-то одну из 6 карт, 7 карт. Как думаешь, что это может быть? Думаю, так, по твоим прогнозам. Dust 2. Хотя, ну, так все говорят Dust 2, но все любят играть эту карту. Ее большее количество людей играет. Может Cobblestone, но это тоже вряд ли, так как там Dragon Lore выпадает. Эти кейсики все. Может, я не знаю. Хорошо, Саш, такой вот еще вопрос. Недавно ты себе набил тату, так? Это вот тату, что оно для тебя значит? Это, конечно, честь, то, что на карте есть твое теперь граффити. Но вот вообще для тебя что это именно значит? Память такая. Мой мажор, когда я занял 2 место, это были очень классные эмоции. Какая-то память для себя. Я впервые сделал эту татуировку. И оно как-то все время, когда посмотришь, я вспоминаю те эмоции, которые были тогда, когда мы играли против Nati, как все радовались, какой был зал, это было очень классно. Вообще, вот как ты считаешь, тоже вопрос о тату? Тату нужны для того, чтобы украшать тело, или это больше символический носит характер? Каждому свое. Вот для я тебя. думаю, Ты бы набил еще что-то? Да. А что? Я не знаю, что-то интересное. Ладно, хорошо. Удачи через день тебе в семифинале, в полуфинале. Вот. Ребят, спасибо, что смотрите нас. С нами был Simple. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока. Пока.